Здравствуйте, друзья! Привет-привет! Ребята, видос по многочисленным просьбам. У многих хейтеров и диванных экспертов подгорает после нескольких моих видео. Сегодня раскрываю все секреты и тайны. Да это и не секреты вовсе. Будет много интересного и полезного для каждого. Часто в моих проектах встречаются различные физические явления. Все просто. Хорошая, правильная тяга всему голова. Тяга – это снижение давления воздуха и продуктов сгорания в каналах сооружений и технических систем, способствующая притоку среды в область пониженного давления. Она может быть естественной, под давлением архимедовой силы, либо принудительной, под действием технических устройств, обеспечивающих отток газов или воздуха, например, вентиляторов. Начнем по нарастающей. На основе этого явления работает вот эта интересная печь. По центру печи проходит сквозное отверстие. Оно ограничено трубой из решетки, где образуется мощная тяга за счет конвекционных потоков горячих газов. И чем больше высота у печи, тем тяга будет мощней и будет возрастать. На горение влияет и направление потоков газов, чем я и пробовал воспользоваться, когда делал блиндажную свечу, она же парафиновая горелка, насадку-огненный вихрь и пиролизную печь в комплекте. В пиролизной печи такой конструкции также участвуют конвекционные потоки для дожига пиролизных газов. Холодный воздух, заходя снизу печки, не только участвует в тлении топлива, заходя в камеру сгорания снизу, но и, проходя вверх вдоль стенок внутри, нагревается и участвует в горении вторичных древесных пиролизных газов, что очень серьезно повышает КПД печки. Дальше интересней. В этом проекте вертикального стеклянного камина уже участвует не только тяга, образованная от сгорания топлива, но и подсос воздуха в трубу в зону низкого давления для закручивания пламени и уменьшения его касания со стеклянной трубой, чтобы уменьшить копоть на стенках. Регулировка пламени осуществляется также ограничением тяги снизу зоны горения, и пламя очень быстро реагирует на закрытие или открытие заслонки. Ну просто очень крутой камин получился. Теперь принудительная тяга. На основе этого явления я делал пару обалденных горелок из обрезков обычных труб. Тяга образуется принудительно, давлением газа в баллоне, пропаном, проходящим через форсунку. В качестве нее я взял сварочный наконечник 0,8 мм. Такая конструкция образует так называемый газовоздушный струйный насос. Этим горелкам не нужен ни вентилятор, ни компрессор, а работают они как адское пекло. Но любителям погорячее предлагаю со всех ног ворваться в морской онлайн-экшен «Мир кораблей». Там бывает настолько жарко, что даже аварийные команды не всегда успевают справляться с огнем после осколочно-фугасных дождей или латать борта от метких попаданий бронебойными снарядами. И это при том, что кораблю еще нужно успевать уворачиваться от торпед, захватывать точки, целиться, попадать, прикрывать товарищей по команде. Это вам не легкая прогулка на катере. Тут нужно умение. Однако научиться совсем несложно. Тем более в вашем распоряжении будут корабли из 13 наций под любой геймплей. Незаметно подкрадывайтесь на эсминцах и разрезайте броню вражеского линкора торпедами, или заливайте огнем засветившегося соперника из пушек крейсеров. Выбивайте цитадели противника сокрушительными залпами с линкоров, атакуйте с глубины на подлодках или сжигайте палубы противников эскадрильями авианосцев. В общем, о чем это я? Скорее скачивайте «Мир кораблей» по ссылке в описании, забирайте щедрые подарки и вперед побеждать, командиры! Продолжим. И этот же принцип газоструйного насоса был мной применен в жидкотопливной горелке с пароиспарителем. Давление форсунки образуется за счет испарения жидкого топлива в испарителе из скрученной трубки. Подсасываемый воздух для горения подхватывается струей снизу, возле форсунки. Топливный бак должен быть герметичный, и в нем необходимо предварительно нагнетать немного давления. Конструкция интересная и может быть использована как основа различных горелок для котлов, бойлеров или печей отопления на отработке и растительном масле или дизельном топливе. Также я пробовал делать любопытную твердотопливную печь с принудительной тягой и принципом газовоздушного насоса на основе автомобильной электротурбины. Струйный насос – это устройство нагнетания, инжектор, или отсасывания, эжектор, жидких или газообразных веществ, транспортирование газосмесей, гидроэлеватор, действие которого основано на увлечении нагнетаемого или откачиваемого вещества струей жидкости, пара или газа. Соответственно, различают жидкоструйные, пароструйные и газоструйные насосы. Таким образом, на основе этого явления такую конструкцию можно применять для образования первичной тяги, например, при розжиге котлов на отработке с самотеком.
или же твердотопливных котлов без электроподачи пеллет. Также этот принцип работы может использоваться при недостаточной высоте дымохода, малой тяге в нем или вообще при коротком отрезке горизонтального дымохода. Причем силу тяги можно регулировать самому и в нужных пределах. Это может пригодиться во многих конструкциях и решить множество задач. И самая интересная штука, которая завораживает своей адовостью, это просто реактор какой-то. При испытаниях в какой-то момент я даже немного труханул. Шумит она, как небольшой реактивный двигатель. Пламя вырывается, как будто это скважина в саму преисподнюю. Установленный термометр на 120 градусов Цельсия просто зашкалил, а манометр очень быстро набрал давление до 5 атмосфер. И хорошо, что я поставил клапан сброса избыточного давления, срабатывающий на 5 атмосфер. Короче, конструкция очень любопытная и очень перспективная, но нуждается в небольших и в принципе несложных доработках. Надо сделать регулировку выхода пара через сопло и регулировку подачи воздуха в камеру сгорания для регулировки пламени. Многие не поняли, как она работает и вообще принцип ее действия. Есть люди, которые посчитали это вообще фейком. Все просто. Это тот же самый газовоздушный струйный насос, способствующий увеличению тяги. Вода в паровом кубе превращается в пар и под давлением через форсунку вдувает пар вверх в основную трубу сгорания. Конец малой трубки расположен внутри, почти под самым верхом водяного куба, чтобы предотвратить попадание жидкой воды в эту малую трубку. За счет того, что в месте, где стоит форсунка, образуется газовоздушный струйный насос, сильно увеличивается тяга. Очень сильно. И в зону пониженного давления просто всасывается и вырывается с бешеной силой пламя от сгорания масла. Приток воздуха для сгорания масла обеспечивает отверстие по кругу. Так что эта паровая горелка реально работает на простейших законах физики. Я небольшой мастер в 3D-моделировании, но все же, думаю, схема так будет выглядеть наглядней. Друзья, мы с вами часто пользуемся вещами и не подозреваем, как они работают и устроены. Давайте вместе открывать и познавать новое для себя. Вокруг нас слишком много интересного, чтобы ничего не делать. Ребята, как всегда, не забудьте про лайкос, подписку, колокольчик, комменты внизу. Все ссылки по видео, конечно же, как всегда, оставлю. Добра вам и вашим близким. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи на канале, друзья. Пока-пока.